Здравствуйте, дорогие друзья, зрители нашей передачи «Точка кипения», которая выходит, напоминаю, на канале «Вестник Кавказа». Я Эльмар Гусейнов, ведущий. Сегодня мы с Максимом Шевченко хотели бы обсудить одну из главных новостей, которыми живет часть человечества. Это ужасный арест Павла Дурова в Париже. Прекрасного Павла Дурова. Судя по всему, да, он любитель красоты, судя по фотографиям девушки, которая якобы была с ним. Да и сам так. Да и сам он, в общем, В форме хороший. Да, человек, который много сделал, и про которого лично мне неизвестно, чтобы он кого-то убил или что-то у кого-то украл. Вообще для нас это важно. Хотя могу сразу сказать, что французская пресса, может быть, она подчеркнута. Для нее, когда это произошло, это было новостью последних страниц. А, например, в понедельник с утра эта новость вообще для нее не существует. Что, в общем, странно, потому что французская пресса при всех своих недостатках все-таки старается как-то отслеживать происходящее в мире. То есть она не придает этому вообще никакого значения. А что вообще произошло, Максим, по-твоему? На мой взгляд, произошло очень серьезное событие глобального масштаба. Потому что Telegram, почему французская пресса? Потому что во Франции, вообще в Европе и в Штатах Telegram это далеко не очень массовый такой коммуникатор. И он сильно уступает запрещенной в России экстремистской мете, то есть Фейсбуку, Инстаграму, сильно уступает мессенджеру, Facebook, WhatsApp и так далее, и так далее, и так далее. И в основном используется для чатов, закрытых таких переговоров, а не как у нас, как такая паблик-площадка для информационного вещания. В каких же странах Telegram имеет наибольшее распространение? Давайте посмотрим на эти страны. Это Индия, номер 1, Иран, номер 2, Россия, Бразилия, страны Центральной Азии, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан. И в Азербайджане тоже достаточно популярен Telegram. Хотя Азербайджан это по сравнению с Индией или с Ираном даже относительно не такая населенная страна. Ну, да, конечно. Но если мы называем вот эти страны, да, то какая у нас возникает конфигурация в голове? У меня, по крайней мере, БРИКС. Потому что... И немножко ШОС. И немножко ШОС. Telegram популярен в странах ШОС и в странах, которые БРИКС, которые пытаются связать себя воедино, но кроме декларации о хороших намерениях, давайте создавать альтернативную Западу систему экономическую, дальше дело не идет, потому что все они связаны кто с долларом, кто с юанем, кто с другой резервной валютой, евро или еще чем-то, рупия. Взаиморасчеты даже тяжелы. Россия 6 миллиардов рупий или какие-то огромные деньги в отношениях с Индией, допустим, зависли, да, и так далее. И тут Telegram предлагает систему блокчейна, основанную на почти миллиарде пользователей, большинство из которых это жители стран БРИКС. Мы не знаем, жители они или нет, по крайней мере, там фиксируется по скачанности приложения вот в этой стране, да, стран БРИКС. Тон сначала, несколько лет назад, Дуров пытался это продвинуть, зарегистрировать на американском... Криптовалюту. Да, криптовалюту. От Телеграма. Она по-другому называлась, не помню как точно, и ему не разрешили это делать в Америке, потому что, в частности, потому что блокчейн, привязанный к Телеграму, не контролировался никак американскими властями. Никак. Он контролируется фактически, мы об этом чуть позже поговорим, только теми, кто имеет доступ к организации, менеджментом, да, только, я думаю, персоналями отдельными Телеграма. И блокчейн вообще не контролируется. Он распределяется, это распределенная бухгалтерия, условно говоря, распределенный сервер между точками, подключения, да, миллиард точек подключения страны БРИКС. Тон. И вот у меня такая идея. Он как раз, я посмотрел, проехался этим летом Дуров в Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан. Завершил поездку в Азербайджане, откуда он полетел, во французское СИЗО. Да? И как раз, когда он был в Азербайджане, Азербайджан заявил о своем желании присоединиться к БРИКС. Например, тоже. Наверное, я ошибаюсь. Мою версию комментировали, я высказал в Телеграме, что вот какая интересная конспирологическая версия.
Я только не понимаю, что в ней конспирологического. Да, это просто наблюдение за В ней- объективными фактами. Да, в ней нет ни инопланетян. Географическими. Конспирологического начинается в том, зачем он полетел во Францию, хотя знал, что в Европе на него давно выписан ордер. И как ты, как человек, много лет работавший во Франции, прекрасно знаешь, что не шутят с этим во Франции. Да. Там, как говорится, и там есть еще один момент. Буквально, по-моему, в 20-м или 22-м году Дуров получил французское гражданство, но он его не купил. Не имущественные получения, за особые политические заслуги ему было даровано это гражданство. Это высшая форма, которая даруется президентом республики. То есть при Макроне, который уже президент, ты понимаешь, да, что за особо политические заслуги это как бы не мэр города гражданство там во Франции дает, да? А Макрон и Дуров летит во Францию, как бы версия такая идиотская, что он там хотел поужинать, поесть фуагра, значит, с красавицей-спутницей, да, своей. Я вообще полагаю, что это полная хрень. На мой взгляд, он летел на переговоры. Когда он был в Азербайджане, там был Владимир Ильич Путин, и уже Песков сказал, что Путин с Дуровым не встречался. Ну, Путин, может, не встречался, а кто-то другой встречался. Да. А потом сказал Владимир Ильич, я вот только что встречался с Павлом Дуровым, вот у него такая-то позиция по этому вопросу. А Владимир Владимирович Путин, помимо того, что он президент Российской Федерации и, в общем, еще масса регалий, Да, он еще... Сказать по-другому, Владимир Владимирович, по вашему поручению я встречался с Да, Путиным. например, С да. А лично, Дуровым. может быть, даже не встречался. Да. А может, встречался. Если встречался, зачем об этом рассказывать? Это Естественно. конфиденциальная абсолютно встреча, которая проходила не то что без галстуков, я думаю, без свидетелей. И такое место, допустим, это береговой дом там, семьи президента Азербайджана, да, где может быть обеспечена полная конфиденциальность. Куда Владимир Ильич ездил, кстати. Он туда вот наносил визит, как бы в семейную резиденцию на берегу моря, допустим, или еще куда-то. У него можно погулять, поговорить там в лесу, там, так что никто не будет все слышать. Но это, вот это конспирология. Да, Это, я в сразу Азербайджане говорю, много в это Баку мест, фэнтези, где да. можно встретиться Да, вдали от посторонних это глаз. фэнтези, это, в общем, фантазия, но не такая уж и как бы нереальная фантазия. Владимир Владимирович Путин, помимо всех перечисленных им регалий, еще один, это главный лоббист БРИКС. Этой осенью саммит БРИКС. У меня вопрос, а почему вы на саммите БРИКС не объявите о том, что вот есть Telegram, который наиболее распространенный блокчейн дает в странах БРИКС, который есть криптовалюта, о возобновлении которой не так давно объявил Павел Дуров. И вот давайте расчеты в этой криптовалюте, тем более, что разговор о криптовалюте давно ведется. Но проблема в том, что какая криптовалюта? Биткоин? Биткоин это американская тема, американо-китайская. Она не контролируется Россией. Она будет контролироваться внешними источниками. Другие валюты, ну, они непонятно тоже там, понятно точнее, к чему привязаны, да, какой у них там, какая система блокчейна. Ну, в общем, здесь же есть возможность собственного, самостоятельного выстраивания реальной, независимой от Запада, с опорой на граждан вот этих стран, Индия, там, Иран, Центральная Азия, Россия, которых я перечислил, да, значит, аккаунты, распределенные, значит, эта система выстраивания криптовалюты. Миллиард пользователей – это мощь, это очень серьезная сила. И я лично полагаю, что это и было главное, то, с чем Павел Дуров вообще шел по жизни последние годы. Я думаю, что именно поэтому он и уехал из России и вел вот абсолютно кинематографическая ситуация. Она еще более кинематографическая. Сам Дуров, он напоминает Джеймса Бонда. Он ездит на Астон Мартин там условным, да, постоянно. И он окружен фантастическими красавицами, которые там, ну, наверное, там нет убийств, он их не совершает, но во всем остальном это жизнь транснационального гипергения плейбоя, у которого всегда все получается, да? И даже этот арест, он все равно укладывается в эту детективную историю. Теперь переходим ко второму фильму американскому «Человек дождя». У Павла Дурова есть брат Николай, который, конечно же, не такой как бы аутист, как герой Дастина Хоффмана великий. Но говорят, что он технический организатор, Он гений, создатель. он гений. Да. Он в 10 лет, он учился в Италии, 10-летним мальчиком, решал там в телешоу итальянских кубические уравнения мгновенно.
Вот как Дастин Хоффман, помнишь, стоял там, угадывал, да, вот карты, Да. угадывал, просто просчитывал все. Он работает, Николай, не в Дубае, он работает в Санкт-Петербурге, числится старшим научным сотрудником Института математики Стеклова, Российской академии наук. Он придумал, главное, об этом Павел Дуров рассказал сам в интервью Такеру Карлсону. Я считаю, что это интервью было преждевременной ошибкой. Оно было дано потому, что он поверил, что Трамп выиграет. А у Трампа, как мы знаем, не все так однозначно. И велика вероятность, что он выиграет, но не все так однозначно. И как бы Дуров решил вот сразу, и там он рассказал, как мы придумали, говорит Телеграм, когда ко мне стучала полиция, чтобы взять наши базы и просмотреть, я сказал брату Николаю, придумай что-нибудь, чтобы они не могли просмотреть и прочитать что. И тот придумал простая вещь, теперь мы это для нас простая, сквозное шифрование. Когда шифруется, вот мы с тобой разговариваем, у меня на устройстве шифруется и у тебя. Это нельзя прослушать. Тут нет ключей. Тут можно только уничтожить всю систему и превратить ее из вот этого свободного такого, условно говоря, сквозного шифрования в некую такую централизованную, когда будет сидеть там в наушниках товарищ майор и все видеть, вот эти миллиард, понимаешь, по миру. Но то есть это уже будет как бы не Телеграм. На данный момент, если вы дали себе труд просто завести секретный чат для каких-то приватных разговоров, то его просто, и если поставили автоудаление, то его нельзя просто прослушать, если не залезли в ваш телефон, конечно. Через телефон можно все прослушать, даже самые закрытые, самые секретные коммуникаторы. И это очень несложная тоже вещь скопировать, а особенно iPhone или вот эти вот все эти смартфоны. Но не об этом речь. Короче, Николай в России. Николай, этот Дуров не знает, даже если его будут пытать и мучить, рвать ему ногти, как в средневековой твоей Франции любили делать. Как какой-нибудь Самсон выйдет, скажет, я палач. Не поэтому. Я палач, но в этом, там, как у проклятых королей. Помнишь, у Марии Садриона начинается там. Я, говорит, Самсон, палач в 20-м поколении, я тебя уважаю, но извини, брат. Там, ну, поневоле расскажешь, как известно, на дыбе все коды, но он их просто не знает. Он их не знает, у него была другая функция, у него была функция политических переговоров. Мы говорим о Павле Дурове. Да, о Павле. А Николай, я надеюсь, просто надеюсь, под надежнейшей охраной, как носитель не просто государственного секрета, а глобального секрета, который дает... Телеграм – это круче ядерного оружия во многом. Это способ, и если еще вот это вот инструмент блокчейн сюда привязать, понимаешь, к этому, это могучая вещь. То есть мы с тобой предполагаем, что Телеграм все-таки российское достояние. Я думаю, что Павел Дуров никогда не рвался своей родиной. И, по крайней мере, еще раз, то, что реальный изобретатель шифра и кода живет в России, по крайней мере, официально, согласно официальным источникам. Я не знаю реально, где он живет. Но я думаю, если бы он жил за границей, он давно уже жил бы в Америке. Я почти уверен. Просто его взяли бы и приехали бы. Не жил бы во Франции. Приехали бы в Францию исполнять. У меня даже и второй конспирологический вопрос, помимо, значит, первого, да. Кому летел Павел Дуров? Если вот Макрон ему президент Франции, он получает гражданство по политическим мотивам, а вдруг он летел к Макрону? Вдруг Макрону, у которого на самом деле до 22 года были не самые плохие отношения с Россией там, и так далее, а ему было сказано, слушай, Макрон, вот смотри, там, сям, 5-10, у тебя проблемы, вот оно решение, кончаем здесь, кончаем на Украине, присоединяемся к этой вот экономической системе, тем более, что вы же летаете к Си Цзиньпину в Китай, Урсула фон дер Ляйен, ты, Макрон, летал Шольц на поклон, предлагая свою валюту, там евро или свои финансовые услуги для, значит, обслуживания шелкового вот этого один пояс, один путь. Криптовалюта это вполне инструмент для работы с один пояс, один путь. Юань можно заблокировать, доллар заблокировать, рубль заблокировать, евро заблокировать. Тон не заблокируешь, криптовалюту не заблокируешь. Можно заблокировать, только сломав руки, пальцы Павлу Дурову, понимаешь, так вот, зажав тиски, как Макдауэлл в таком фильме английском «Переход», который в советское время шел, там чоп-чоп-чоп, и вот так ему
ножом рубить, значит, это дело. Но это, наверное, сейчас ужасы. никто делать не будет. Это никто делать, ну а ставки велики, это, наверное, никто делать не будет. Но я не исключаю, во-первых, психотропные вещи, которые... Вообще, да. должен тебе напомнить, что Франция это единственная, по-моему, страна в Европе, где регулярно задерживали российских олигархов. И Михаила Прохорова. Он не российский олигарх. Ну, вообще, россиян с большими Это состояниями за другое. миллиард. Это у тех, у кого имущество. И Сулейманова там кто, задерживали. Керимова. Те, кто туда прилетал, понимаешь, на виллы и привозил бабки. Дуров ничего не возит, у него активов нету. Он гордится этим. Говорит, мои активы это Телеграм. Я ничего как бы не имею, ни вилл, ни яхт, ничего-то. Он все арендует, если ему надо. Как я понимаю. У него просто нет активов. Поэтому ему инкриминируют совершенно абсурдные вещи. Понимаешь? Там на платформе, которую он создал, порнография распространяется, порнография. Гутенберга давайте тогда из могилы вытаскивать и сжигать его, значит, прав Гутенберга, потому что на Там не только печатном станке, порнография. который придумал Там и Гутенберг. торговля наркотиками, оружием, терроризм. Гутенберга к То есть стенке. все, что делают люди, которые предположительно пользуются Телеграмом, значит, инкриминируют ему. А WhatsApp это, значит, не делают. На самом деле Telegram, там вполне закрывают каналы. Если ты просто... Там как? Есть два варианта. К тебе приходят спецслужбы и говорят, дай ключи от Телеграма вообще. Говорит, ну не дам, конечно, ребята, вы меня не поймаете. Ну, видишь, поймали, потому что заманили. А второе, слушай, у нас есть конкретная вот информация, что в таком-то чате распространяется педофилия, наркотики. Вот оно, как бы файл. Я тебя уверяю, всегда Telegram блокирует. Всегда Telegram, когда ему конкретные дают просто вот там обвинения, потрудившись поработать. У нас же как спецслужбы, они давно уже отвыкли от оперативной работы. Они думают, что если человек придет в погонах, все боятся и сразу исполняют его поручения. А раньше, как даже Анискин в деревне, понимаешь, милиционер Анискин собирал доказательства, а потом их предъявлял, и только потом уже после этих доказательств, как говорится, это царица доказательств. Но они не хотят это делать. А вот как ты думаешь, почему именно Франция? Я думаю, что он летел на встречу с Макроном. Или второй вариант с кем-то из руководителей финансовой системы Франции. Ты сам знаешь, что французские банки это одни из самых мощных банков вообще в Европе и в мире. В Европе, по крайней мере, точно. Французская банковская система, она стоит более крепко, более надежно, чем даже, ну, там немецкая, итальянская рядом не стоят, короче, с ними, с французами. И я думаю, что он летел на какие-то серьезные переговоры. Это был единственный мотив, который я могу представить, что у такого умного человека, как Дуров, да, ну не правда, ну не фуагра же он с красавицей пошел там. Для этого можно было прилететь в Марсель или Ниццу. Ближе. Да, а не в Ле-Бурже. Да. Он летел навстречу с кем-то. Это либо Макрон, либо кто-то уровня Макрона. А Макрон это человек Ротшильдов, между прочим, тоже туда же, понимаешь, в финансовый сектор, да? Да. Ну, французской ветви Ротшильдов имеется в виду, только не английской. Да, он работал во французских Да, там, банках. вот. Ну, собственно говоря, там... А те же самые французские Ротшильды, по-моему, Александр Ротшильд сейчас возглавляет эту, значит, вот эту линию, банковскую тоже, это финансисты. Это очень серьезная линия. И французские банки, там какие, Société Générale, да, или как там они называются, эти банки, ты знаешь прекрасно. БНП Парибас, Да, это могучие Леон, банки, да? которые являются основой вообще европейской финансовой системы. Основой во многом. И Ну, то есть ты предполагаешь, что его спровоцировали? Нет, он не хотел. Выманили? Он провел переговоры, проехав по этим 3 странам. Он, возможно, не встречался нигде с президентами официально у Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, и Азербайджана, и России, потому что это было бы зафиксировано разведками. Ну, в общем, где-то встречался и, возможно, записочки передавал, знаешь. Не по телефону тоже не все доверишь, а вот записку раз так, прочитал, ага, ответил и сжег, сразу уничтожается. Или показать, порученец приходит, показывает, ты читаешь, раз, он сразу уничтожает, после того, как ты прочитал. Никто не хочет войны, все хотят мира, да? И вот страны БРИКС обращаются к французам, с которыми до войны всегда были вменяемые отношения на самом деле. Понимаешь, с Францией была
ну, одной из самых лояльных стран по отношению вот к Востоку, до вот этого всего. И Франция сопротивлялась при всей нашей нелюбви к Макрону и так далее. Вот в целом Франция как система, она сопротивлялась. Они понимали, французы, что украинская война сделает Францию абсолютно заложницей американских интересов, инструментом американских интересов. Чем больше будет продолжаться война, тем меньше будет суверенитет Франции в Европе. И вот эта вот ситуация, она дает такой выход глобальный. Да, при всей конфликте там с Турцией, ну не конфликте, а в общем разнице интересов, с Азербайджаном, при всем этом идиотской ставке на армянский фактор, понимаешь, абсолютно как бы, на мой взгляд, проигрышный, да, тоже идущий в фарватере американцев, при этих жалобных достаточно попытках там в Грузии, там тоже, значит, там что-то сделать, тоже вторым номером у американцев. Тут он прилетает, это не конспирология, это гипотеза. И говорит, ребята, вот у нас вот это, да, БРИКС. Я бы еще, знаю, что И предположил. мы вам предлагаем не войну, а мы вам предлагаем участие. Я бы еще, знаю, что предположил. Подожди, сейчас Да, закончу. пардон. И вмешивается третья сила, которая хочет это сорвать. Это американцы. Ты прекрасно знаешь, что при всей глубине французского глубинного государства, оно не такое глубинное, как кажется. Там есть просто силы, которые в том числе и после 1944 года освобождения при помощи американской армии создавались и всегда контролировались американскими спецслужбами, американскими институтами разного рода политическими. И даже Деголю, когда он взбрыкнул, устроили проблемы. Вот это 1968 год, это американцы ему устроили. По большому счету Деголю, да? Поэтому я совершенно не исключаю, что проблемы Дурова пришли не из Елисейского дворца. А проблемы, как раз в Елисейском дворце этих проблем не хотели. А проблемы ему пришли от тех, кто хотел сорвать эти переговоры и эту встречу. Ордер выписан был на коленке, когда самолет шел на посадку. Время шло на секунды, на минуты. Понимаешь? Может быть, кто-то его должен был подъехать к самолету и встретить. Какая-нибудь черная большая машина, в которую уже жандармы не смогли бы сунуться, например. И вот чтобы не допустить, вот буквально как в кино, как, понимаешь, какой-нибудь с Бельмондо, да, там, или... А Франция, она вообще, если вы смотрите кино французское, и там что-то показывают, что-то происходит во Франции, вот Франция, она такая, как ее показывают Да. в французском кино. Вот буквально такое ощущение, что вот пока эта машина там заезжала в аэропорт, ордер быстро там, алло, знаешь как, да, подтверждаю, сказал в телефон там какой-нибудь судья, там, или, и все, министр юстиции, даже не министр, я думаю, это уровень не обязательный там, это же пограничная жандармерия его арестовала, пограничная жандармерия. То есть, значит, да, конечно, все, раз, и уже машина... Все это пикантно, особенно на фоне того, что сейчас во Франции правительство временное, оно исполняет свои обязанности, и министр внутренних дел, и министр юстиции, до формирования нового правительства по итогам прошедших, у них просто затянулся этот процесс, опять-таки из-за Макрона, до формирования нового правительства по итогам выборов, которые прошли месяц назад, чрезвычайных и Слишком внеплановых. много совпадений. Визит Моди в Россию и в Украину, понимаешь? Индия ключевая страна, Telegram тоже. Самый большой количество, 220 миллионов пользователей Telegram в Индии, да? Возможно, он сказал Зеленскому, ну хватит, давай вот будем как бы мириться. Хочешь быть, если ты будешь американской марионеткой, твоя жизнь ничего не стоит. Так или иначе тебя как бы это самое. Давай вот или так, или так. И Макрону то же самое, мы знаем, не Макрону даже, а вот совокупной группе элит. Короче, Макрон сейчас не контролирует всю Францию, Да, и ее элиты. Да? Он сам человек, который идет от кризиса к кризису. Чтобы решить один кризис, он создает новый. И вот этот кризис с формированием правительства, он не может его сейчас сформировать. Самое главное, последние 4... Коммунисты блокируют в основном. Не только коммунисты. Ле Пен блокирует. Проблема в том, Ле Пен просто отошла в сторону. Проблема в том, что ему надо поручить формирование правительства левым, среди которых троцкисты, зеленые и коммунисты. Коммунисты вообще выглядят самыми здравомыслящими. Да, это правда. Вот. А он не может этого сделать, потому что никто, и даже в его собственной партии, его не поддерживает. И очень может быть, что все это действительно происходит, потому что какая-то из башен Франции сейчас в условиях президента хромой утки и отсутствия по-настоящему министров, которые занимаются правоохранительной деятельностью и прочее,
возможно, играет и против Макрона. Может быть, он сейчас сидит и думает, что произошло. А ему судья должен сказать, либо мы выпускаем этого человека и, соответственно, больше не трогаем его, либо мы должны предъявить ему эти абсурдные обвинения. В чем? Обвинения В терроризме, в торговле наркотиками, там, детской там, педофилии. содействие, да. Это все равно, что обвинить в этом во всем производителя бумаги, на которой печатается порнографический журнал. Производитель бумаги виноват. И еще те, кто лес поставляли на этот комбинат. Да слушай, интернет-провайдеры, которые вполне там порно-сайты никто не блокирует. Мало того, уже ЕСовские чиновники заявили, что да, у нас есть закон там, о цифровом контроле, но он не предусматривает вообще никаких арестов людей и предъявления таких обвинений. Поэтому там очень сложная ситуация. Я думаю, девушка-то за что еще вопрос? она просто исчезла. Она исчезла, потому что, чтобы не могла ни звонить, ни говорить, ни она знала, к кому он летел. Ну, конечно, конечно. И дай бог, чтобы она еще в живых осталась, понимаешь, между прочим. Потому что ставки, я думаю, очень велики. Ставки очень велики. И я думаю, что он вез Макрону послание от больших людей, серьезных, что мы, Макрон, мы знаем, что, как говорится, вот у нас есть к тебе предложение, которое тебе может помочь. Потому что преодоление финансовое, как бы это инвестиции в новый тон-тоном, но он должен быть связан еще где-то с реальностью. Внутренне вот это вот можно сделать пространство, да, БРИКС, там, взаиморасчетов, но где-то должен быть выход во внешний мир. Может быть, у него вез предложение, Мы в котором... верим мир Европе, мир в Украине, мир, а пусть американцы занимаются своей внутренней этой байдой, понимаешь, там, потому что ни Байден, ни Трамп против доллара не попрут. Никто из них не поддержит это дело. С какой стати? Да, потому что их власть, и Трамп за доллар, и Байден за доллар, естественно. Значит, вот это велось. Может быть, он летел там, не знаю, в наш с тобой любимый, ну не любимый, а обсуждаемый Великий Восток, понимаешь? Может не быть. к этому твоему магистру, с которым ты интервью делал. Да, единственный из российских журналистов. Да. Да. А может быть, он летел для того, чтобы что-то сказать и предложить поддержку какой-то мощной французской Франция — это политической самая силы главная страна Европы. для формирования правительства. Континентальной Европы, да. И его перехватили на время. И сейчас идет лихорадочная торговля, лихорадочное размышление, что делать. Сказать, что умер от инфаркта, сказать, как вот этот вот на яхте этот вот миллиардер внезапно перевернулся, не выплыл за минуту, понимаешь, там, на супердорогой яхте. Знаешь, есть еще очень интересно. Сейчас Макрон вот в последние 5 дней принимает руководителей политических партий, парламентских, для того, чтобы определить, кому можно предложить формировать правительство. И не может определиться. В пятницу у него должна была быть Ле Пен, которая отказалась. И сказала, что я приду в понедельник. В понедельник у него должен быть руководитель одной из правых партий, центристов-галлистов, который сказал, я приду во вторник, я не приду в понедельник. Там очень интересно. Франция – ключевая страна Европы, самая важная страна Кипят континентальной пузырьки. Европы. И Кому-то люди что-то знали. Дуров усиливал, кого-то усиливал. Кого-то Макрон, Ле Пен, ну вряд ли Ле Пен. Ле Пен не обладает. Нет, но там опять-таки есть же закулисные, силой. там же есть закулисные, Я думаю, масонские вот моя ложи, версия, закрытые клубы. 3 версии. Либо это Великий Восток, который это глубинное государство, и это было предложение, которое как бы прекращало европейскую войну, по крайней мере, показывало свет в конце туннеля, понимаешь? Это было, второе это Макрон, и третье это финансовые круги Франции. Условные французские Ротшильды. Ну и внешнее влияние, которое это пыталось использовать. Да, очень может быть, мы не знаем еще какое, да. но тем интереснее Дуров предполагать, точно не что левый. это было. Дуров точно не левый, он точно ничего не знает про ключи шифрования, точно не может их отдать, но он безусловно... Но он фигура для торговли. Но он безусловно знает о политических интригах, политической конфигурации и о возможных сценариях. Он проектировщик. Как проектировщик он абсолютно бесценен. Его знания, его конфиденциальные встречи, которые из него можно вытянуть с помощью психотропов и разных родов препаратов. Но это уже преступление будет другого масштаба. Если он останется в живых после этого, он же об этом расскажет. Ну да. Во всяком случае, он горько пожалел. Нет, Получение французского гражданства. Я не думаю. Я не думаю, что он пожалел. Сейчас просто блеф вышел на другой уровень. Ставки поднялись. Я думаю, что он понимал то, что его могут задержать. Версия, что он там метался, я думаю, версия не работает. Он понимал, и я уверен, что он это просчитал.
при его интеллекте, при его уме он такие вещи просчитывает. И это задержание, оно на самом деле может сыграть и в пользу тех, кто его попросил туда поехать. Но во всяком И случае, кто его там ждал. всем, кто изучает происходящее во Франции, вокруг Франции, и который знает о Франции только по книжкам, или журналам, или газетам, или интернету, надо помнить, что Франция при всем своем внешнем либерализме глубоко и всегда полицейское государство. Нигде в Европе полицейские не имеют такой силы. Вот вы смотрите фильмы, там «Двое в городе», еще что-то. Жандарм женится. Жандарм женится. Как жандармерия, да, это теперь это тоже разновидность французской полиции. Но это полицейское государство по духу. Там очень сильна эта власть людей, крючкотворов, с правом посадить, судить и прочее. Вне зависимости от того, насколько либеральная конституция. Меня вот эта лихорадочность ордера говорит о том, что это была паника у тех, кто это арестовал. Его арест был попыткой предотвратить что-то спонтанно, как последнее решение. Выглядит как последнее решение. Не допустить его встречи с кем-то, с кем не хотели его встречи допустить. И всякие спонтанные решения, они работают в моменте, но в длительной перспективе они всегда оборачиваются против тех, кто их принимает. Поэтому я думаю, что задержание Дурова, арест Дурова еще обернется против тех, кто его как бы предпринял. Очень интересно. Надеюсь, ваш интерес и любопытство были удовлетворены. Во всяком случае, как всегда, версия необыкновенно изящная и интересная. Вы смотрели передачу «Точка кипения» на канале «Вестник Кавказа». Я Эльмар Гусейнов, ведущий. Максим Шевченко, фонтанирующий источник идей, предположений, фактов. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, мы еще продолжим эту тему. Она, я думаю, не только не закончена, она только начинается. Максим, спасибо.